Дорогие друзья, дамы и господа, в этом втором эпизоде моего романа-ремейка «Я жена Асура» я расскажу о том, почему вечная пара оказалась разлученной на множество воплощений в материальном мире. Это случилось в результате проклятия. И я расскажу в этом эпизоде, кто наложил на эту вечную пару проклятие, из-за чего оно было наложено, что говорилось в этом проклятии и как это проклятие повлияло на эту пару. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура» я вечная жена. И у меня есть вечный муж. И мы с ним составляем вечную пару. Мы с ним были парой еще в духовном мире, где я была одной из миллионов богинь процветания, которые вместе со своими мужьями с любовью служат Господу на планетах Вайкунтхах, планетах духовного мира. И оттуда мы вместе с ним упали в материальный мир. Упав в материальный мир, мы тут много жизней были вместе неразлучной парой. Но в одной из наших жизней мы совершили что-то очень плохое в отношении какого-то мудреца. В результате нашего вмешательства его жена покинула его, и он остался один, доживать свой век без жены и без детей, так как к тому времени детей у них еще не родилось. Ему пришлось быть одному, и в один момент, когда он был в полном отчаянии от своего одиночества и безутешности, он проклял нас с моим вечным мужем. Этот мудрец проклял меня, чтобы я была одна, без своего мужа, потому что его жена в результате нашего вмешательства оказалась одна, без своего мужа. А моего вечного мужа он проклял на то, чтобы у него не было никогда детей, так как из-за нас у этого мудреца не было в той жизни детей. Также он проклял моего мужа, чтобы он доживал свою жизнь в одиночестве, потому что из-за нас тот мудрец остался совсем один и доживал свою жизнь в одиночестве. Он вернул нам то, что мы навлекли на него. И это было справедливое возмездие, адекватный ответ. Но это проклятие стало действовать на нас не в той жизни, когда этот мудрец проклял нас, а в следующей, когда мы с моим мужем снова родились и снова стали парой вместе. Все у нас было хорошо, мы были вместе и счастливы, но проклятие уже начало действовать. Я попалась на глаза одному Асуру. Он настолько привлекся мной, что решил заполучить меня любой ценой. Сначала он стал проводить манипуляции моим сознанием. Он стал воздействовать на меня незримо, на расстоянии, без личного общения, как асуры умеют это делать, вбрасывая в ум жертвы мысли, которые нужны асурам. Так как мой муж был проклят на то, что у него не будет детей, у нас не могло получиться детей. Мы были бездетные. И асур воспользовался отсутствием у нас с моим мужем детей, разжигая во мне все сильнее и сильнее желание иметь детей. Я смотрела на пары с детьми и завидовала им. Асур также проделывал манипуляции сознанием и с моим мужем. Он и в его ум вбрасывал мысли о детях, но уже о том, что, скорее всего, причиной в том, что у нас с ним нет детей, являюсь я, что я бесплодна. Асур вбрасывал в ум моего мужа мысли о том, что, может быть, с другой женщиной у него получатся дети, и что надо от меня отказаться. Но все его попытки не увенчались тогда успехом, потому что мы все равно продолжали быть вместе, несмотря на то, что детей у нас так и не получалось. И тогда этот асур включил тяжелую артиллерию. Он подключил к этому делу какую-то женщину-асури, которая специализировалась на соблазнении мужчин. Она использовала все свои чары для того, чтобы обольстить моего мужа, и она увела ум моего мужа от меня. Он отвернулся от меня, думая, что я причина того, что у него нет наследника, и что с этой чудесной женщиной дети у него точно получатся, так как она-то ведь настоящая женщина, не то что я. И он ушел от меня, обвинив во всем меня. Он ушел от меня, хотя мы в той жизни были вместе, и хотя мы много жизней до этого были вместе, неразлучной парой. И хотя мы были вечной парой, и эта связь не могла быть прервана. И хотя мы вместе с ним упали из духовного мира в материальный мир. Он ушел от меня, сказав, что виновата во всем я, так как бесплодна. Так сработало проклятие, и мы с ним получили
по заслугам. И эта вечная пара оказалась разлученной на множество жизней, не имея возможности воссоединиться, так как в проклятии было сказано, что я буду без своего мужа. Я не могла быть со своим мужем, и поэтому, когда проклятие подействовало на нас, мы оказались разлученные на огромное, неисчислимое количество жизней. В следующем эпизоде я продолжу рассказ о том, как же это проклятие подействовало на нас, как на вечную пару, и что из этого последовало. На сегодня все. Удачи вам всем, всех благ. С вами была Светлана Винодавани. Подписывайтесь на мой канал, делайте репосты, ставьте лайки, комментите. И до следующих эпизодов, в которых я буду продолжать рассказывать историю разлученной вечной